сегодняшнем видео ты научишься делать вот это. Когда учат иностранный язык, ученика пытаются сразу заставить говорить на нем. На мой взгляд, также нужно поступать с языками программирования. Я считаю, что практика безумно важна. Именно поэтому сегодня мы отрабатываем все выученное на примере написания плагина на огнестрельное оружие. Привет, меня зовут Бебра, не забудь оценить это видео лайком или дизлайком. Погнали! Итак, наша задача на сегодня создать оружие АКМ, а также Glock 17 из CSGO. То есть необходимо реализовать стрельбу, урон по тому, в кого попали, а также магазин на нужное количество патронов. Ну и, соответственно, перезарядку. Перейдем в VDE. Начнем с разработки самого оружия. Вообще для любых сущностей, коим и является оружие, я советую создавать отдельный класс. Поэтому давайте создадим класс Gun, чтобы в будущем ты мог расширить количество оружий по желанию. Этот класс будет хранить в себе все данные о конкретной модели оружия и будет иметь характерное для оружия поведение, стрельбу и перезарядку. Но это будет не совсем обычный класс, это будет класс перечисления. Зачем? В процессе написания этого плагина ты поймешь преимущества использования его в данной ситуации. Если ты вдруг забыл, что такое перечисление, или же enum, то перечисление это обычный класс. Он отличается лишь тем, что наверху этого класса указываются его объекты и в конце списка объектов ставится точка с запятой. Материал, который хранит в себе материалы item стаков, является хорошим примером такого класса. И если мы в него зайдем, то ты увидишь, как он устроен. Сверху объекты, а снизу обычный класс. Важно понимать, что использование enum класса не предполагает, что новые его объекты будут создаваться. Итак, в этом классе будут наши оружия, которые может использовать игрок. Создадим два объекта, калаш и Glock, а затем поставим точку с запятой в конце. А теперь забыли про эти два объекта. Дальше идет обычный класс. Поэтому вспомним третий выпуск этого курса по ООП. Там мы после создания класса определяли его поля. Давай подумаем, какие поля должны быть у нашего оружия. Во-первых, это урон, который будет наносить наше оружие. Во-вторых, общее количество пуль. В-третьих, название оружия. Ну и в-четвертых, материал оружия. То есть материал item стака, который представляет это оружие. Создадим конструктор, а также геттеры и сеттеры. Теперь мы поднимемся наверх и увидим ошибки. Все дело в том, что мы создали конструктор, но не указали значение полей для двух объектов. Поэтому передадим туда необходимые параметры. Теперь самое время подумать о том, как мы будем выдавать оружие, то есть о том, как вообще будет формироваться item stack и как он будет помещаться в инвентарь игроку. Тут важно понимать, что внутри класса Gun хранятся лишь виды оружия, которые можно выдать, и они не являются каждым отдельным оружием. То есть у нас в классе есть только один объект калаша, тогда как игроки смогут иметь сколько угодно абсолютно независимых калашей, то есть выстрел с одного калаша никак не будет влиять на другие. Как же это реализовать? Для этого предлагаю создать отдельный класс. Назовем его ArmsDealer, например. И здесь будет один статический метод handle с двумя параметрами. Оружие, которое мы выдаем, и игрок, которому мы его выдаем. Внутри давай сформируем item stack нашего оружия. Для этого напишем item stack, назовем его, допустим, gun item, равно new item stack и получим поле gun material у нашего оружия. То есть сформируем item stack из материала, хранящегося в нашем оружии. Ну, конечно же, это не все. Что если, например, мы передали в качестве материала лазурит? То есть теперь весь лазурит будет стрелять? Нет, такого мы не хотим. Поэтому нам надо сделать наш item stack уникальным. Тут-то нам и пригодится структура данных, о которой мы говорили в одном из предыдущих видео, а именно Persistent Data Container. Помимо того, что item stack будет уникальным, мы также сможем использовать контейнер для того, чтобы хранить внутри сейчасшнее количество пуль в магазине. Для этого, как и два выпуска назад, мы должны получить контейнер из item меты и установить его значение. Под ключом GunName будем хранить имя оружия, причем не то, которое отображается, а имя объекта в классе Gun. Это я делаю для того, чтобы гарантировать уникальность этого оружия. Даже если мы создадим в классе Gun 2 оружие с одинаковыми названиями в поле имени оружия, две переменных с одним названием мы создать не сможем. Поэтому в качестве значения мы напишем gun.name. Такой метод есть абсолютно у каждого объекта перечисления, и оно возвращает само имя переменной, то есть имя объекта, написанное сверху нашего класса перечисления. В качестве количества пуль мы запишем переменную, которую назовем bulletsNum, и поместим в нее начальное число пуль. Именно это число мы и будем уменьшать при каждом выстреле. Давай еще присвоим нашему оружию имя из поля имени оружия, чтобы было чуть красивее. Теперь остается только присвоить мету в item stack и выдать его в инвентарь игроку через метод addItem.
Вернемся в класс Gun и создадим тут статический метод, который сохранит нам много строк кода и сделает в целом все наши методы чище. В этот метод впоследствии из ивента мы будем передавать item stack в руке игрока, и он будет самостоятельно определять, к какому оружию он принадлежит. Для этого внутри нашего нового метода нам нужно вскрыть контейнер внутри item меты этого item stack и получить из него имя оружия. Теперь проверим, что имя не null, потому что если в качестве параметра мы передадим не оружие, а обычный стак предметов, то у него просто нету ключа, как и скорее всего в целом persistent data контейнера. И тогда строка с именем будет равна null. Ну и затем используем метод valueOf, который по стандарту есть в каждом перечислении. Таким способом мы получим объект класса Gun, который вернется к нам из метода, либо же вернется null, что будет означать, что в метод было передано не оружие. Теперь создадим методы самого оружия, которые будут нам необходимы в будущем. Для начала создадим метод выстрела. В этот метод нам необходимо передать item stack, выстрел из которого мы делаем, и игрока, который стреляет. Также нам понадобится метод reload, который будет отвечать за перезарядку оружия и также будет принимать item stack. Прежде чем создавать реализацию этих методов, давай создадим места, откуда они будут вызываться. То есть, по сути, мы сделаем возможность для пользователя взаимодействовать с нашим оружием. Все взаимодействие мы построим на ивентах. Поэтому создадим новый класс GunEvents. Это будет класс, который будет хранить в себе все ивенты взаимодействия с оружием. Первый ивент, который мы напишем, будет называться OnShot. Это будет ивент выстрела. И сделаем мы его через Player Interact Event. Не вижу смысла пояснять, что это за ивент, мы разбирали это в предыдущем видео. Идея того, что мы сейчас напишем, в том, что когда игрок нажимает правую кнопку мыши, проверяется, что у него в главной руке есть оружие, и если это так, то производится выстрел. Приступим к реализации. Чтобы проверить, что игрок нажал PKM, надо написать if event_getAction равно right_click_air или event_getAction равно right_click_block. То есть, при любом нажатии правой кнопкой мыши, неважно куда, в воздух или на блок, мы проходим дальше внутрь if. Теперь необходимо получить оружие в руке с помощью метода, написанного нами ранее, и записать его в переменную. Напишем gun, getGun и в качестве параметра передадим предмет в главной руке игрока. Помним, что метод может вернуть null, если используемый предмет не оружие, поэтому добавляем проверку. Ну и все, что нам остается, это вызвать метод shot у объекта оружия. Второй ивент, который мы создадим, будет onReload. Этот метод будет отвечать за вызов перезарядки. Тут используем PlayerSwapHandItemEvent. Этот ивент вызывается при перемещении предмета в слот левой руки и наоборот нажатием клавиши F. То есть перезарядка у нашего оружия будет не на R, а на F. И тут мы будем проверять, что игрок пытается переместить в левую руку оружие. И если это так, то отменяем ивент и начинаем перезарядку. Да. Бебер в предыдущем выпуске не сказал ни слова про отмену ивентов. Я даже не представляю, как можно забыть про это, но я все-таки справился. Вот что 2 видоса в неделю с людьми делает. Скажу сейчас, что события, от которых вызываются ивенты, можно отменить, благодаря использованию конструкции event_setCancelTrue. Зачем это делать? Например, когда тебе нужно, чтобы какое-то действие не происходило. Например, в нашем случае событие перемещения оружия в другую руку отменится. То есть при нажатии F ничего просто не изменится и перемещение не произойдет, но вызовется перезарядка. Остается только зарегистрировать ивенты. Вернемся в класс Gun и напишем логику выстрела. Перед тем, как сделать выстрел, необходимо проверить, есть ли в обойме пуля для этого. Поэтому из item стака получим количество пуль. И если оно меньше или равно нулю, то останавливаем выполнение с помощью ключевого слова return. Если же пуль хватает, то уменьшаем количество пуль в item стаке на единицу. Но самое сложное тут в том, что нам нужно каким-то образом получить первого живого entity на траектории, куда смотрит наш игрок, и нанести ему урон. То есть мы не будем спавнить какой-то снежок, фаербол или еще какой-то снаряд для того, чтобы определить, куда попал игрок. Мы по сути создадим невидимый луч, который найдет ближайшего entity по траектории и нанесет ему урон. Давай реализуем. Для того, чтобы это сделать, используем метод RayTraceEntity. Это как раз и есть тот самый луч. Чтобы его использовать, создадим новую переменную типа RayTraceResult. RayTraceResult это просто класс, в который записывается результат действия рейтрейсинга. Ну и остается присвоить в эту переменную возвращаемое значение метода RayTraceEntity. Параметры этого метода такие. Сначала идет локация, откуда надо начать выстрел. Мы возьмем локацию головы игрока. Затем вектор, по которому будет лететь этот луч. В данном случае нам просто нужно передать сюда вектор, куда смотрит игрок с помощью player.getDirection. Далее идет максимальное расстояние до цели. Поставим, например, 100.
Ну и последний параметр — это фильтр. Фильтр — это структура данных, именуемая в Java предикат. И суть ее в том, что в нее можно передать условие, которое может быть протестировано в любом месте кода. Можешь относиться к нему как к методу, который принимает значение и проверяет, удовлетворяет ли оно условию, которое мы пишем дальше. В случае с RayTrace он передает в это условие каждого entity, которого найдет. И если entity проходит фильтр, то возвращает его из нашего метода. Синтаксис у предиката такой. Обращаю внимание, что вместо e может быть любое название. Теперь нам необходимо написать условие. В нашем случае необходимо проверить, является ли этот entity живым и что он не является самим игроком, потому что у RayTrace есть неприятное свойство попадать в сам его источник. Достаточно написать e не равно player. А следующее условие проверяет, что entity живой. Всем, кто смотрел мои предыдущие видосы, я не расскажу ничего нового, если скажу, что нужно написать e instance of living entity. То есть проверяем, наследует ли полученный entity класс живого entity. И если да, то получается, что существо живое, а если нет, то это может быть, например, дроп, или снаряд, или питонист. Итак, вот мы получили результат запуска этого луча. Что дальше? Как вытащить из него entity? Тут нужно понимать, что если метод RayTrace entities на своем пути не встретит никакого entity, то он вернет null. Поэтому нам достаточно проверить, что RayTrace result не равен null. И если это условие прошло, значит какого-то living entity он нашел, и нам остается только нанести урон, не забыв кастануть его к living entity. Выстрел закончен. Осталось дописать перезарядку. Тут все еще проще. Просто выставляем количество пуль внутри контейнера item stack на максимум. Теперь давай протестируем. Но для этого нам необходимо как-то выдать оружие игроку. Напишем для этого команду. Как видишь, все работает, но тут есть небольшая проблема. Если мы выстрелим в entity, который за блоком, то ему все равно нанесется урон. Почему так? Предлагаю тебе разобраться в этой задаче самому и написать ответ в комментах, а также написать способ решения этой проблемы. Первый коммент с правильным ответом я закреплю, так что проверь, может быть кто-то уже решил эту проблему. В следующем выпуске я покажу этот коммент и покажу, как это сделать. Итак, подведем итог. Мы создали два оружия со своими характеристиками, количеством пуль, сделали возможность выдачи нового оружия, стрельбы и перезарядки. Этот плагин далеко не совершенен, и в будущем мы его обязательно улучшим, добавив звуки, различные кулдауны и всякие прикольные фишки. Ну а на этом у меня все. Увидимся в следующих видео. Пока.